Лолошка, ты готов проверить искру прямо сейчас? О нет, стоп. И как я уже сказала, я понимаю ваши переживания относительно этической стороны. А? Это еще кто такой? What the fuck? Одуванчик, береза, копыта, жопа, дом. Примерно такой уровень диалога я могу построить, пока на мне надет Тупинатор 2.0. Надеюсь, что мне не придется с кем-то сегодня разговаривать. Или придется. Как говорится, сейчас и узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором наконец-то на мне надет Тупинатор. Да, то самое устройство, которое сначала повышало мне рассудок, но при этом не позволяло ходить. А теперь ходить я вроде бы могу, но при этом не могу разговаривать. Мой персонаж выдает какие-то непонятные, несопоставимые слова, хотя при этом думает, что говорит нормально. И да, кстати, вы, наверное, заметили то, что Тупинатор теперь отображается. Я могу вот сюда вот нажимать, и оно либо убирается, либо появляется. Но внимание, внимание, есть тема куда важнее. Судя по моему общему состоянию, мне становится лучше. Искра восстанавливается. О, это означает, что скоро я наконец-то смогу вернуться в Междумирье. Лишь бы не вернуться туда каким-нибудь разыскиваемым. Ладно, не будем о плохом, будем о хорошем. Внимание, до этой серии я немного поиграл и тадам! Сделал себе отличную ферму Инферия. Те самые семена, которые в будущем мы сможем преобразовывать в алмазную эссенцию и продавать Сан-Франу. Ну а пока это просто семена. Могу, например, добыть, засеять и убрать. Кстати, да, самые внимательные заметили то, что у моего дома появилась полноценная крыша спустя кучу... времени? What the fuck? Фран? Что за... Привет, Лолошка. Ты что тут делаешь? Представляешь, умудрился открыть портал прямо в доме. Честно говоря, это не было моей целью, но... Ничего, главное, что я здесь. Ведь так? Ты как поживаешь? Мне нравится твой новый стиль. Сделал себе третье око? Необычно и симпатично. Так, ладно, короче, рад видеть, что мир держится, не упал. Что удивительно, учитывая то, что Матильда пару дней назад приволокла цветочника. И если верить ее словам, достала она его из этого мира. Ты случайно не имеешь к его поимке какого-то отношения? Кстати, а ну-ка колись. Как так вышло, что Матильда оказалась в Эресии, молчишь, да? Ну ладно, на самом деле, Лолошка, нехорошо, что этот мир становится таким популярным. Эо обещал придумать способ, как переправлять освобожденных не через Эресию. А в итоге, прикинь, взял и непонятно куда-то пропал. А еще этот шрам постоянно шороху наводит. Да. В своих подозрениях настолько обезумел, что Ашру от себя не отпускает. Я правда не знаю, что он там себе напридумывал, или даже выведал, но он знает про меня, Лолошка. Знает про то, что мы вместе делаем что-то темное. И по-хорошему это, конечно, не должно его как-то интересовать, потому что у всех в Пэйне есть какие-то тайные делишки и грязные интриги, но... Мне кажется, он мстит мне за уход из контров. Я не знаю, как Шрам прознал, что я работал на Фарагонду, но он, очевидно, решил играть по-крупному, потому что иначе он бы уже давно выдал мою тайну. Мне пришлось бы бежать из Пэйны и никогда там больше не появляться. Но этот черт хочет разрушить меня полностью. Возможно, он даже хочет, чтобы на меня началась охота. Хочет доказать, что я все еще связан с Ведомней и этой чокнутой ведьмой. Ох ты ж, господи, выговорился. Фран, может быть, просто привет друг другу скажем, нет? Фран, ты чего? Тише, не такое уж ты и серьезное оскорбление ему нанес. Вообще, прежде чем здесь что-то выбирать, я сразу скажу, что, скорее всего, Фран не прав. Мы догадываемся то, что Шрам, скорее всего, отец Ашры, и поэтому он так дико ее опекает. А Фран думает то, что это из-за его оскорбления. Фран, ты слишком высокого мнения о себе. Я не думаю, что дело в тебе. Когорты клюшкой песочного потрясения... Стоп, погоди. Я забыл то, что у меня это хреновина. Чего? Лолошка, ты сейчас сам понял, что сказал? Ты меня пугаешь. Может быть, мне нужно снять? О, да, я могу снять. Так, в итоге... О, черт, Фран, прости. Это все глушитель ментальной активности Седрика. С ним я наконец-то перестал сходить с ума, но потерял способность к разумной речи. Я пытался сказать, что ты слишком высокого о себе мнения.
Вот как такая фраза может одновременно и утешать, и оскорблять, а? Особенно от человека, который только что мне какую-то белиберду затирал. Но, ладно, знаешь, в твоих словах действительно есть какое-то разумное зерно. Если бы я не вернулся к своим, то контрам было бы практически не с кем торговать. А Шрам, хоть и строит из себя безбашенного варвара, уже не раз показывал, что он умен и расчетлив. Так, а чё ж он тогда прессует-то нас, черт возьми? Слушай, как думаешь, Лолошка, а может быть такое, что он помощник Фарагонды? О, не, это прям совсем тупая мысль. Если бы он был ее приспешником, то давно бы рассказал ей о своих подозрениях. Ладно, я присяду. Что-то я прям так устал от всего этого. Решительно ничего не понимаю. Постоянно такое ощущение, что все вокруг плетут какую-то паутину из интриги, чтобы наивный маленький Франя в одну из них попался. Не, я, конечно, понимаю, что большинство этих интриг никак меня не касается, но мой мозг, он... Короче, я никак не могу отделаться от мысли, что самые грязные тайны связаны именно с нами. Да уж, Ложка, вы с Эо затеяли очень опасную игру. Когда Паэна только появлялась, все в ней понимали, насколько башня опасна. Но ты же сам знаешь, как легко люди ко всему привыкают. Первая волна ужаса прошла, появилось понимание, что если ты не в башне, то ничего страшного для тебя не случилось. И вот ведомнее стало досадным недоразумением на фоне, а не постоянно нависающей угрозой. И из-за этого, черт возьми, мы не можем рассказывать в Паэне, чем занимаемся, потому что у жителей нет такого животного страха перед башней, какой был раньше. И представляешь, некоторые из них могут просто решить, что им выгоднее донести на нас, чем помогать нам. Если вся Паэна узнает, какие дела мы здесь творим, Фарагонде передадут в тот же день. Так, ладно. Это, Лолошка, ты, если что, извини, что я тебе тут всякий пессимизм нагоняю. Да вот только атмосфера в Междумире такая, что все напряженные ходят. Я уже просто не могу это выносить. Вот я и сбежал оттуда, чтобы просто хотя бы отдохнуть. Ну и тебя проведать, само собой. Так, что ж с тобой делать-то тогда, если поговорить нормально не получается? Ты, кстати, свой третий глаз-то не снимай, пожалуйста. Да, кстати. Все, надеваем. О, слушай, я придумал. А пойдем на пчелок посмотрим, а? Так, подождите. Знаешь, это так глупо, но почему-то пчелы меня безумно радуют. В 13 есть бабочки, есть мухи, но таких красивых и гордых насекомых, которые в состоянии постоять за свой рой, это же такое геройство! Умереть за свою семью. У нас в Паэне такое себе представить невозможно, конечно. Кстати, Лолошка, знаешь, за последние пару дней я понял, что ты именно тот друг, которому я могу доверять. И я тебе хотел бы рассказать еще кое-что важное. Так, а ну-ка, что? Ребята! Бляха-муха, кто? О, Седрик. Доброе утро! О, Сет, привет! Что? Фран, не называй меня так. Но я рад, что ты здесь. Короче, ребят, я подготовил тест-проверку искры Лолошки, но для запуска мне срочно нужна помощь. Я понял. Ты хочешь, чтобы я помог запитать тест энергией, да? Да, господи, какой ты умный. Электрических мощностей на высчитывание таких сложных моделей просто не хватает. Если я правильно понимаю, то процесс восстановления сейчас должен быть примерно на середине. Ну, черт, и естественно, проверять нужно прямо сейчас, да? Ну да, надо же мониторить показатели, чтобы понимать, на каком этапе сейчас находится Да, Седрик, я понял. Лолошка, короче, нам нужно будет обязательно поговорить позже. Это важно. Да поговорите, само собой. Нам спешить надо. Лолошка, ты готов проверить искру прямо сейчас? Так, да, идем скорее. Я забыл. Найдем коня его. Простите. Но это, видимо, никогда не перестанет быть смешным. Пойдем коня искать, получается. Ох уж этот тупинатор. Так, а в итоге наконец-то мы узнаем, что с моей искрой. Наконец-то! Куда мне встать? Давайте, говорите. Что мне делать? Ну и что? Куда колдовать-то? О, и кстати, Седрик, а как ты вообще такую штуковину, как искра, проверить можешь? Фран, на самом деле механизм достаточно простой. Я должен признаться, я много всяких штуковин изучал, которые связаны с вами. Это вот такой вот способ мой прикоснуться к вашему миру. Вот, и я позволял себе каждый раз, когда вы уходили из Эресии, замерять показатели. Какие еще показатели? Да разные, самые разные. Я понял, что ваши телепортации или там переходы, короче, неважно, как вы их называете, невозможны без выделения хоть какой-то энергии. А есть вариант, где ты об этом рассказываешь, но так, чтобы не наступила ночь. Наступил на душу поэту. Ладно, если коротко, то я обнаружил энергию, похожую на гамма-излучение. Похожую достаточно, чтобы с помощью дозиметра ее обнаруживать и замерять. По сути, я знаю, какова базовая сила искры Лолошки, потому что у меня есть история замеров нескольких его уходов из Эресии. И проблема была только в том, как ее замерять без рисков, связанных с переходом. Но, как говорится, разве же это проблема для такого гения, как я?
То есть, короче, я приспособил электроэнцефалограф под это. Подожди, что? Этот дуршлаг, что ли? У тебя другого оборудования совсем нет? Эй, Фран, да будет тебе известно, что настоящему ученому много и не надо. Может быть, вам, магам, и нужно постоянно доказывать свою экспертность. Поэтому у вас там такие артефакты, палочки, скляночки. А нам вот эта вся внешняя мишура не нужна. Седрик, чё ты завелся-то? Сказал бы, да, другого нет. И все. Бог с ним. Лолошка, не слушай этого ушастого. Вставай-ка вот сюда. Куда? Куда сюда? Сюда? Сюда, может быть. Может быть. Да вот это вот надевай. Что надевать? В этот раз никаких галлюцинаций не будет. Я просто направленно простимулирую те участки мозга, которые отвечают за запуск ОМП. И после этого зафиксирую дозиметром энергетический выброс. Так что, давай. Все, ладно, надеваю. Все. О, нет, стоп. И как я уже сказала, я понимаю ваши переживания относительно этической стороны. Безусловно, моральный облик ведомни вызывает множество вопросов, но мы же все с вами прекрасно знаем, что кто-то должен. Обязательно нужен человек, гном, эльф, любой, кто решится взять на себя ответственность за сложные и непопулярные решения. Благодаря моей организации мультивселенная становится безопаснее, и вы, господа инвесторы, будете вписаны в историю. И ваши имена — это имена спасателей, избавителей, сильных и решительных личностей. Прошу вас, не позволяйте каким-то сомнительным организациям, которые прикрываются добрыми намерениями и праведными идеями, сбить вас с толку. Да, возможно, они сами верят в то, что говорят, но путь, который они предлагают, это путь разрушений, смертей и страданий. И только мы с вами помогаем мирам не захлебнуться в собственной крови. Это еще кто такой? Что за... Эй, Лолошка! Эй, Лолошка, очнись! Эй, Седрик, с ним все в порядке. Лолошка, очнись! Эй, Лолошка, что произошло? Ты в порядке? Да бога ради, сними ты эту ерунду с башки. Так, ладно, сейчас. Что? У меня ее нет. Боже, я не понимаю, что произошло. Она у Седрика. В задницу это все. Этого не должно было произойти. Я не понимаю. Лолошка, мы должны разобраться, что не дает мне пробраться к твоему мозгу. Эй, Седрик, успокойся. Да подумаешь, ты посмотри, вон, Лолошка же в порядке. Ну, просчитался ты немного. Че такого-то? Ты не понимаешь, Фран. Это в вашей магии возможны такие просчеты и ошибки. Я все учел. Я учел особое состояние. Все предыдущие опыты. Сделал перерасчет на ГМА. Тут нет ошибки. Проблема явно какая-то другая. И я сомневаюсь, что ее причина кроется в Лолошке. Стой, погоди, Седрик. То есть ты думаешь, что все галлюцинации, вот этот вот непонятный туман, мешающий считывать данные, видения, которые снятся Лолошке, это все не из-за его особенностей? Нет, вот именно. Я уверен, что все перечисленные тобой факторы — вмешательство посторонних. Но я пока не могу понять механизм этого вмешательства. Я вообще ничего не могу сказать. Не бывает такой ментальной связи между неживым объектом и человеком. Это невозможно на стольких уровнях материальных и философских законах. И что я сейчас прекрасно вижу, что, удовлетворившись таким тупым объяснением, мы потеряли кучу драгоценного времени для выяснения более важных обстоятельств. О, боже, Седрик, ты чего? Эй, здесь кто-нибудь есть? Что? Ребята! О, Лолошка! Как же я волновалась! У вас все в порядке? Эй, а почему меня не обняла? Ашра, а почему у нас должно быть не в порядке? Я получила какие-то странные сигналы по червифону. Я видела картинки даже с Фарагондой, и это так меня напугало, что я ускользнула от шрама и сразу примчалась сюда. Стоп, что? Лолошка, ты видел Фарагонду в своих видениях? Что? Видения? Лолошка, они у тебя что, были? Друзья, давайте успокоимся. Сейчас. Дайте мне по пару секунд, я сейчас все перепроверю. Так, это...
Ложка, твоя искра восстановилась на 90%. Ты можешь хоть сейчас безопасно возвращаться в Междумирье. Видимо, твой ОМП обладает не только невероятной силой, но и даже ускоренной регенерацией. Обалдеть! Так это... Подождите, это же потрясающие новости! Пойдем, Лолошка, ты мне все расскажешь. Ой, кстати, Эо вернулся в Паэну. Ему тоже нужно все рассказать. Там столько всего творится, о господи! Нам нельзя долго отсутствовать. Слушай, Ашра, давай ты вернешься в Паэну, а мы еще ненадолго останемся. Фран, погоди, Ашра права. Вообще, учитывая то, что ты нагло сорвал с головы Лолошки Тупинатор, возможно, ему действительно лучше вернуться в Паэну. Ну, по крайней мере, как минимум, пока мы не выяснили, что именно блокирует мне доступ к его сознанию. Таким лучше не рисковать. Рассудок — дело тонкое. Да нет же, как вы не понимаете. А? Чего ты боишься, Фран? Все же в порядке уже. И с Лолошкой в порядке, и с его искрой, и Эо вернулся. Вон, даже я смогла безопасно сбежать из Паэны. Никто и не заметил. Лолошка, ну пожалуйста. Ну, Лолошка, ну хотя бы ты. А что я-то? Подожди, а зачем мне реально здесь оставаться? Я не понимаю. С рассудком реально все нормально, с искрой... Я вспомнил. Фран сказал то, что хочет со мной наедине остаться и что-то мне рассказать. Что-то очень-очень важное, какой-то секрет. Ладно, Фран, если тебе будет спокойнее, я готов еще на денек задержаться в Эресии. А, вот как! Ну и как хотите. Если из-за этого мы не успеем до возвращения Фарагонды, это будет на вашей совести. Все, я пошла. Так, ладно, я сейчас быстро с ней схожу, поговорю, а потом мы все обсудим. Хорошо? Давайте, ребят. Эй, Ашра, подожди меня, да уж, Ашра. Наверное, сейчас не самый лучший вариант сказать, что я проголодался, да? Ну... Кстати, ой, я твою добывалку закончил, но сейчас я тебе ее не отдам, чтобы ты не побежал ее тестировать. Все на взводе, еще разозлятся на меня. Давай я лучше покушаю, посплю, ты меня разбудишь, если будет что-то важное. Все, давай, я... пока. Вот так вот, знаете, супер важный диалог. Фарагонда, Искра, с меня сняли какую-то хреновину, которая держала меня в более-менее нормальном состоянии. И все, всем пока, ребят, всем пока. Вот так вот супер важные диалоги и заканчиваются. Подожди, ребят, я реально один остался, что? Буквально только что вчетвером, и тут бам один. Так, здесь я когда-то чашки чистил. О, это туалет. О, да, так намного лучше. Итак, ребята, прямо сейчас возвращаемся домой. Одного мне только непонятно. Как я могу восстановить рассудок, если Тупинатор у Сан-Франа? Господи, Сан-Фран, зачем ты мне его не отдал? Ну, мог же просто дать мне его в руки. Хорошо, что мы узнали из всей этой информации? Моя искра восстановилась уже на 90%, и я могу телепортироваться в Междумирье хоть сейчас. При этом Тупинатора у меня больше нет, он остался у Сан-Франа. Сам Сан-Фран хочет рассказать мне что-то. И при этом, внимание, самое важное. Помните первую галлюцинацию? Там был чувак в цепях, там была Фарагонда, и несмотря на то, что я там находился, меня не было видно. Они на меня не обращали внимания. В этой второй галлюцинации, где я стоял перед Фарагондой и ее инвесторами, меня почему-то заметили. Причем заметила только Фарагонда. Эта галлюцинация была страннее, чем первая, да? А также появилось некое подозрение, то, что вот эти галлюцинации, это то, что кто-то или что-то вызывает извне. То есть это не из-за моей силы мироходца, я просто вижу вот эти вот Фарагонды, башни, инвесторов и так далее. Может быть, таким образом башня не дает просканировать меня Седрику? Все вероятно, все вероятно. А еще более вероятно то, что у меня наконец-то вырос инферий. Оу, добываем все, что здесь есть. Мой рассудок снова в полной заднице, спасибо огромное Сан-Франу, но мы как минимум не отчаиваемся. Инферий сажаем, и про рассудок вспоминаем. Да-да-да. И про рассудок вспоминаем. Так уж получается то, что мне нужно будет его восстанавливать. И я понял, как это можно сделать. Мне нужны яблоки. То есть просто самые обычные яблоки. Их можно приобретать, их можно выбивать, их можно находить. Но самое простое, их можно создавать. При помощи эссенции природы, которые просто выращиваются так же, как инфериум, мы можем создавать по 8 яблок. Некоторые, наверное, скажут, как ты собираешься это все кушать, если у тебя сытость полная? Все просто, ребята, заходим в меню улучшений, далее организм и включаем выход за пределы. Эта штуковина позволит мне постоянно таскать куда больше предметов. У меня теперь 50% гири, но при этом сама сытость теперь будет тратиться очень и очень быстро. Так, короче, чтобы создавать любые семена, нам понадобится алтарь наполнения. О, это изи.
Готово. Чародейский стол убираем. Алтарь наполнения ставим. Ой, нифига, ему, оказывается, нужны полноценные пьедесталы. Так, погоди-ка, а если мы немножечко подвинем? Блин, места нет. Ну, а если нет, значит создадим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алтарь наполнения готов. Дабы сделать семечко, нам понадобится семенная основа процветания. Она у меня есть, кладем. Далее прудентиевая эссенция. Создали. А также остается сгусток природы. О, понятно. Так, сахарный тростник не проблема. Все не проблема. А вот кактус это жопа. Погоди, стоп. А как я добуду кактус-то? Ребята, у меня же нет пустыни. Ай-яй-яй. Что ж, берем немножко хлебушка и, как говорится, на этом начинается наше путешествие. Полетели! Ой, бляха, плохая идея, да. Да, точно. Обалдеть, какие еще я встречу постройки? Это просто огромный особняк. Но такое ощущение, что это необычный особняк. Или подожди, неужели обычный? Да, судя по этому котику, более чем обычный. Прикольно. О, да, наконец-то, ребята, поздравляю, впервые за весь сезон я нашел первую пустыню. Круто. Так, тихо, ну иди отсюда. А чё меня все атакуют-то, я не понимаю. Я, конечно, понимаю, что я обезумел, но не надо меня атаковать. Тихо, 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 тихо. Вокруг них какие-то непонятные эффекты, как будто это реально от рассудка. Давайте чуть дальше попробуем пробежать, может быть, найдем что-нибудь интересное, но, видимо, нет. Домой, поесть, сгусток природы создать и, наконец-то, другие семечки проверять. Неужели у меня получится сделать? Так. Так. Ну, как ты работаешь? Я же вроде все правильно поместил. Прудентиевая эссенция, да, все верно. Ах, бляха-муха, тебя еще чем-то запитать надо, да? И чем? Все, я узнал, ребята. Нам понадобится любой сигнал редстоуна. Нажимаем. Все, вот так вот. А я реально думал, сейчас запитать чем-то придется. О, господи, о, господи. Семена природы. Мы сделали это. На ваших глазах, дамы и господа, вершится история. Ставим. Далее посох фермера берем и, по идее, просто ждем, пока оно вырастет. Ты же будешь расти, да? Да, вот уже 14%. У меня идея. А если мы возьмем в левую руку посох, а в правую руку лейку? Где моя лейка? Вот она. Ну-ка. Давай. 28-42. А, как это быстро! Нам нужно полноценное 100% семечко. А ну-ка. Господи, только что росло и перестало. 71%, 85%. И, наконец-то, выросло! Ну-ка, собираем. О, боже, да. Стоп, а семечко? Ну, ё-моё, я так долго ждал. Ладно, я сейчас еще подожду, может быть, выпадет. Все, выросло, пробуем. Да... Ты серьезно? Вторичный шанс 10%. То есть тут 20% выпадения семечки, а здесь всего 10%. Это жестко. Погоди, кстати, а можно же сделать так, чтобы это быстрее росло. Нам для этого нужно пашню улучшить. Сейчас у нас пашня инфериевая, первый уровень. Но если мы сделаем прудентиевую, то станет куда круче. Кстати, делается это очень просто. То есть мы буквально это убираем, далее вот так вот нажимаем, и все. Осталось только дождаться, пока семечко выпадет. Либо можно сделать еще по-другому. Вот тут скопать, нажать. О, супер! Давай, расти! Как вы видите, вторичный шанс теперь целых 20%. Ну-ка, а если мы положим вот эту самую обычную семечку? Чего, 10%? Неужели это рандом? Тут выход инферия теперь 150%, а тут 100%. То есть от разных пашен у разных семян разные характеристики. Даже так. Короче, вот это сейчас супер круто, потому что 20% на семечку. Берем посох и снова ждем. Попытка номер 3. Да бляха-муха. На всякий случай давайте даже лейку улучшим. Пусть она у нас будет прудентиевой. Спасибо. 4-я попытка получить семечко и... идите вы в задницу. Ладно, по крайней мере, лейка действительно должна постепенно ускорять рост. Вот уже 28%, 42%, 57%. Кстати, реально быстро. Ты иди в задницу. 5-я попытка. Наконец-то! Оно выпало! Оно выпало! Оно выпало! Я не знаю, я минут 10, мне кажется, сейчас просто сидел и ждал этого. Вот это убираем. Сажаем. Вот! Что? Тупая тень, как я тебя ненавижу! Пошла вон отсюда! Ладно, настроение не испорчено, как минимум, потому что та-да-да-там, эссенция природы. Я могу сделать, по идее, разные тут выкрутасы, и у меня получится разная фигня. Во-во, смотрите, пшеница. А если вот так, картошка. А если вот так, морковка. Еще раз, бамбук. Слушайте, ну прям дофига. Мне нужны яблоки. Проверяем, восстановится хотя бы немножко. Раз, два... Ничего не восстановилось.
Надо больше яблок. В любом случае, сытый сейчас постоянно падает, поэтому это не проблема. Да, вот только, блин, не знаю, иконка как-то вообще не дергается. Что ж, в любом случае, на такой воодушевляющей ноте, когда у меня наконец-то появляются новые семена, и мы скоро дойдем до алмазов, я буду постепенно заканчивать. Восстановленный скрам, странные живые галлюцинации и секрет Франа, который, надеюсь, он расскажет уже в следующей серии. Чтобы не пропустить это, обязательно подписывайтесь и не забывайте о том, что ваши подписки и ваши лайки это... у меня... What the fuck, у меня тут Майнкрафт вылетел. Сейчас. Ваши подписки и ваши лайки — это самая большая мотивация. И я очень надеюсь, что, смотря этот сезон, если вы вдруг еще не подписаны, именно сейчас настал тот день, понимаете, апрель 23-го года. Пора подписаться. Я не знаю, как пробудить у вас мотивацию, но я знаю, как вы можете дать мне эту мотивацию, поэтому я об этом постоянно говорю. Надеюсь на вас. Спасибо большое, если не пропускаете мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и секрет Франа, который так и не рассказан. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.